Народ, всем привет! Блин, я рад и счастлив. Наконец-то мы снимаем то самое видео, о котором я так давно мечтал. Видео называется «Топ-3 автомобиля». Мы раньше когда-то до этого снимали такие топы, и сейчас почему-то со временем это забылось, и сейчас, наконец, возвращаемся к этому. Вам это очень нравится, я знаю. Итак, сегодня у нас топ-3 лучших кроссовера за 1 000 000 рублей. Будет круто. Поехали. Ни хрена он рвет просто. Вот это круто. Вау. Это вообще в наше время жесть. Ох, ни хрена он на нас брызнул. Хорошо, что мы отсняли наружку раньше, да? Вообще, на самом деле, с этим обзором связана прям отдельная тема. Мы не раз пытались уже снимать этот обзор. Дважды начинали, по разным причинам не получалось и так далее. Сначала это был топ-5, потом стало топ-3, но сегодня все 3 тачки здесь. Итак, смысл в чем? Значит, вы накопили примерно 1 000 000 рублей, плюс-минус всегда 950-1 100 000, может быть. И думаете, вот я не хочу брать седан, мне нужен какой-то внедорожник, кроссовер и так далее. Так или иначе, в городах это распространенная тема, в России очень распространена. И вы не знаете, на что же обратить внимание, какой же автомобиль мне купить. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я подобрал для вас 3 лучших автомобиля, которые можно купить за эти деньги. В конце видео я объясню вам, почему я не взял те или иные модели, а в течение всего остального видео буду объяснять, почему я взял именно эти. Вообще, каждый из этих автомобилей – это бестселлер, говорю сразу, то есть продается гигантскими сотнями тысяч в России. Вы их видели куча видите каждый день, и обязательно у вашего соседа, друга, брата, свата есть один из этих автомобилей. Поэтому вы можете узнать, насколько он доволен их эксплуатацией. А я вам скажу, что тачки очень классные, поэтому давайте не будем терять время и начнем. 3-е место. На нем у нас Kia Sportage и Hyundai AX35. Это конкретно у нас 14 год, рестайлинговый. В бюджете 1 000 000, скорее всего, вы возьмете 11-14 год до рестайлинга, в зависимости от комплектации и конкретного состояния. Да, стоят они недешево. Давайте поговорим немножко про негатив, про проблемы этого автомобиля, и начинаются они как раз с моторов, если быть точным. Изначально здесь конкретно стоит не этот двигатель, однако если вы возьмете за 1 000 000 машину, вы встретите там именно тот самый G4KD, он же 4B11 митсубишевский мотор. Если вы покупаете себе рестайлинг, то вы получаете ряд интересных нововведений. А именно, например, как здесь стоит подвеска HPD, то есть High Performance Damper. Это адаптивная подвеска от Hyundai. На самом деле, я до этого катался на Sportage без этой подвески, и сейчас прокатился на этом. Разница есть. Естественно, у меня чуть подзатерлись уже впечатления от того Спартажа, но он мне не понравился. То есть без подвески HPD он немного валкий такой, а этот более собранный. То есть этот действительно едет интересней. В общей массе эти автомобили очень надежные, проблем с ними не так-то и много. Если вы просто рандомно ткнете пальцем и купите себе Спартаж, вероятность, что вы попадете на автомобиль, у которого были проблемы или у которого они будут, она на самом деле, ну, процентов, наверное, 40-50, не так-то и много от общего количества. Вообще, однажды зимой мне довелось на таком Спартаже покататься какое-то время, и была действительно у меня, скажем так, у меня было небольшое вау даже от того, как этот автомобиль ведет себя на хреновой дороге, а именно на снежке. Блин, как бы странно это ни звучало, но корейцы молодцы, сделали очень крутую тему. Я думаю, вы уже слышали про систему Dynamax. От Magna Powertrain, которая устанавливается сюда, блин, она реально прикольная. То есть стоит ее ощутить, покататься, то, как автомобиль. Блин, я не знаю, как он это делает, но он реально прям вот как будто предсказывает какие-то нюансы на дороге. И рулится она действительно круто, то есть не ожидаешь от вот этого автомобиля такой рулежки именно на хреновом покрытии. А на асфальте рулится он, я бы не сказал, что идеально. Что же касается коробки на этом автомобиле, так вот здесь вот наконец-то есть положительная новость. Коробка действительно хорошая, и проблем с ней особо не доставляет. Ну, естественно, кроме той проблемы с раздаткой. Вовремя меняйте масло, обслуживайте, нет проблем. Есть еще один плюс у этого автомобиля, который никуда не деть, а именно стоимость запчастей. Обслуживание этого автомобиля реально копейки. Ликвидность, надежность, дешевая стоимость обслуживания и хорошие комплектации. Конкретно здесь комплектация люкс. Это самая, ну, практически самая бичевая комплектация от Kia. Сама по себе форма кузова автомобиля не позволяет сделать обзор прям великолепный, потому что очень широкие стойки, зад вообще весь
целиком вот он скругленный, и это минус, потому что заднее стекло плохо все видно. Ну, относительно плохо, то есть достаточно. Можно привыкнуть и вполне отлично эксплуатировать. Но есть и плюсы. Вот есть приятная няшка у климата, то, что вы можете регулировать направление потока воздуха. Как ни странно, это не на всех автомобилях возможно, современных. Здесь эта версия у Паши, он прям говорит, я специально искал, не урезанная. То есть это хоть и рестайлинг, но рестайлинг в будущем урезали. Это еще не урезано. Здесь есть кнопка регулировки усилий на руле. То есть вы можете, нажимая кнопку, просто переключать режимы усилий на руле, оно меняется, и руль действительно становится совсем другим, таким, какой он вам нужен. Например, вам нравится ездить на комфортном, более мягком, без проблем. На комфортном режиме гораздо проще парковаться, потому что руль крутится очень легко. Или спорт, он становится более упругим. Но у нас речь идет о Kia. Соответственно, от недостатков Kia всем известных никуда не деться, а именно хреновое качество отделки. Хотя на Спортаже относительно всех других Kia это еще не самое плохое. Пластик на торпеде двух видов. Один довольно мягкий и приятный, как ни странно для Kia, а второй жестковатый, но не особо скрипучий. То есть вот если, например, взять Спортажи с пробегом, не так-то уж у них все и гремит. Вот это вот действительно плюс. Далее отсутствие положения авто у всех стеклоподъемников. Это вообще в наше время жесть. И что касается климата, кнопочек. Вот я с одной стороны говорю, что на руле вот эти вот кнопочки, они не очень хорошие, да, вот руль подзатертый, то есть отделка не самая лучшая, но в то же время, например, на климате крутилки очень приятные. Вот от Kia такого не ожидаешь, они реально приятные на ощупь и крутятся очень мягонько, втыкаются. Да и в общем, эта тачка прошумлена, уже сделана шумоизоляция, но и Kia никогда не славилась хорошей шумоизоляцией, но тем не менее на Спортажах она на уровне. Еще что вот мне немножко не нравится в таких моментах вот в Kia, например, борт-компьютер здесь управляется с кнопок за комбинацией приборов, то есть на комбинации приборов сбоку, здесь не с руля. И это в современном мире, мне кажется, не очень правильно. Все-таки логичнее вывести кнопки на руль и управлять отсюда бортовым компьютером. Мне бы было гораздо удобнее, но сюда они вывели круиз и управление магнитолой, и больше места у них не хватило. Кстати, еще приятный бонус, который я здесь заметил, это цветной дисплей. Это комплектация люкс. То есть это довольно плюшевая по отношению к самой Kia комплектация, к Спортажу. Конечно, в жирных комплектациях они вообще классные, эти Спортажи, когда на панорамной крыше, кожа, рожа, все это действительно классно. Когда вы заводите машину и трогаетесь, если у вас вывернуты колеса, она об этом вам сообщает. Она говорит, поверните колеса прямо. И я скажу, что это первый автомобиль, который сообщает о таком на моей памяти. Даже Audi A8 вам об этом не говорит, а вот Спортаж говорит. В общем, тачка вполне неплохая. И поэтому забудьте, пожалуйста, весь тот негатив, который я изначально про нее говорил. Она не стоит того, чтобы прям так ее унижать. Конкретно это бичевая комплектация. Здесь даже даже без ключевого доступа нет. А для Kia без ключевого доступа отсутствие. Это говорит о том, что комплектация действительно плюшевая. Потому что они, по-моему, везде ее сейчас пихают. И молодцы на самом деле. Даже здесь цвет, смотри, как подсветка классно сделана. То есть грамотно. Причем такие приятные няшки, как USB, AUX здесь тоже присутствуют. И еще, вот как здесь выглядит щиток приборов. Сама по себе комбинация приборов, я не скажу, что она эталонная, но она близка к этому. Вот примерно так и должна выглядеть отличная комбинация приборов, потому что все очень хорошо читается. При том, что вроде бы композиция белый и красный довольно часто везде используется, но реализована везде по-разному, в этом беда. У Kia нет таких прям вот ярких каких-то недостатков или ярких каких-то плюсов прям вот. Но за свои деньги это добротная, классная тачка, которую смело можно брать, ездить и радоваться жизни. В этот топ она залетает на 3-е место не просто случайно, а она стоит твердо. И маловероятно, что кто-то сможет ее отсюда сдвинуть, так как бестселлер продается пачками. Это уже не первый топ, который мы снимаем, однако ни в один топ не попадали эти автомобили. Вы знаете, что я люблю этот бренд. И мне вдвойне приятнее представить вам автомобиль со 2-го места. А именно, вы уже многие из вас догадались, это Volkswagen Tiguan. Это Volkswagen Tiguan в комплектации Track and Field. Это видно по скошенному переднему бамперу, то есть острая морда. Ну, именно вот мне такая морда нравится меньше, чем полноценный Sport and Style или Trend and Fun, у которого бампер более низкий. Однако эта версия позиционируется как более внедорожная, то есть здесь специально передний свес сделан под углом для того, чтобы вы могли форсировать какие-то пригорки, что ли, или перед бордюрами парковаться, и у вас бампер не останется на нем, когда вы отъедете оттуда. Стандартные проблемы с двигателем Volkswagen. Здесь стоит мотор K-Watt. Это 2-литровый мотор, который ставится на Tiguan с самого практически начала.
И интересный момент. Вот если у меня на лимонке стоит мотор ЦЦЗА, и по сути они идентичны процентов на 95, то почему-то цепи на этих Тигуанах не растягиваются к 60 тысячам, как это произошло на моей лимонке. Проблемы с нажором масла на Тигуанах встречаются единично. Так же, как проблемы с выходом из строя цепи, ну ладно, 100-120 тысяч приходится ее менять, но не 60. То есть как минимум в 2 раза больше она ходит. Крайне не рекомендую брать Тигуаны, особенно дорестайлинговые, с моторами 1.4 турбокомпрессорными. То есть на них ставился мотор 1.4 турбо Саха. На мой взгляд, это самый надежный мотор Volkswagen из малых объемов. Но его же модификации, такая как БВК, КВА, которые ставились на этот Тигуан, и, естественно, BLG BMY тот же самый, эти моторы страдали кучей проблем. То есть если вы берете себе 1.4 турбо Тигуан, вешаетесь. Я гарантирую, что вы хапнете кучу проблем. Но, однако, речь идет о Тигуане до рестайлинга. Следующее поколение, именно CTH мотор, CTH-A, 1.4 турбо, который пошел на рестайлинговых Тигуанах, а напомню, пошли они в конце 2011 года, такой проблемы не имеет, как ни странно. То есть у него количество проблем стремится к нулю, ну к нулю оно никогда не придет, так или иначе на этих автомобилях проблем полно. Однако даже у нашего эксперта есть такой автомобиль, и пробег на нем уже больше 200 тысяч километров, и вообще проблем с мотором нет. Теперь еще один момент. Касаемый DSG. Вообще, все, кто так или иначе сталкивается с Volkswagen, сразу, естественно, вспоминают про ту самую легендарную коробку DSG. На Тигуане тоже в рестайлинге ставилась DSG. И на мотор 1.4 турбо в том числе. Но есть один нюанс. DSG ставилась DQ250, люковская, то есть 0.2E. И с ней проблем, в принципе, таких нету, как с 7-ступенчатой сухой Бургварнер коробкой, которая, всем легендарно известна. Поэтому, если вы берете Тигуан на DSG, то проблем с DSG будет гораздо меньше. То есть у меня на лимонке стоит такая же, проблем с ней действительно нет, уже 150 тысяч пробег. На Тигуан слишком широкий разброс цен. Вы можете взять его даже дешевле, чем 1 000 000 рублей. Но, однако, 1 000 000 – это идеальное состояние Тигуана, в котором его и лучше всего и брать, который доставит вам меньше всего геморроя. Давайте перейдем к плюсам этого автомобиля. Вообще, кто-нибудь из вас хоть раз слышал о проблемах со стуком рулевой рейки на Volkswagen, на Тигуане конкретно, или вообще вот на этой вот J500 рулевой рейке, которая ставится во весь Volkswagen, она примерно везде одинаковая? Да, были проблемы первые программные, были проблемы со шлейфом, с проводкой, но сама рейка нереально надежна. Вот это вот прям жирный плюс Volkswagen. Вы говорите, Volkswagen ненадежен. Да в чем-то он получше любого другого. Это Volkswagen. А значит, что у вас очень жирные комплектации, так или иначе. У вас замечательная шумоизоляция. А конкретно этот автомобиль еще прошумлен по кузову. Управляемость, шумка, отделочный материал, комплектации – это сильные стороны Volkswagen, и все они в Тигуане есть. Самое интересное, что конкретно этот Тигуан уже чипанутый. Здесь мотор прошит, по-моему, Stage 1, он сказал, 240 сил с него сняли. И едет он вообще нереально круто. Дизайн в салоне, он классный, такой гармоничный, спокойный. Он как в пиджаке. Ну, это стандартный фольксвагенский дизайн. В принципе, он встречается, в общем-то, во всех Volkswagen и примерно везде одинаково. Где вы в этом классе найдете регулировку задних сидений? Не только спинки, наклона, а еще и вперед-назад движение. Для задних сидений в таком классе это вообще редкость. Еще у этого автомобиля есть жирный плюс. Он не угоняем, то есть он не пользуется популярностью у гонщиков. Это тоже большой плюс в нашей стране, когда довольно много автомобилей, там несколько тысяч в год, там 6,5 тысяч, по-моему, за 2016 год было угнано автомобилей. Очень удобно сделан блок стеклоподъемников, повыше его вынесли, наконец, как на кроссовере сделали, они на ручке двери, здесь очень удобно к нему тянуться. Кожа классная. Когда садишься в тачку, такое ощущение складывается, что она прям вся такая цельная, плотная. Плюс к тому же у нас этот Тигуан чипанутый, а значит, можно попытаться замерить разгон до сотни. Сейчас я приторможу немножко, вот 20 км/ч, вот 20 сейчас. Давай, детка. Ни хрена он рвет просто. 80, 90, 100. С 2 сотнями сил он уже едет круто, а этот 240. Вообще, если я ездил на этом Тигуане, то расход у меня, я не думаю, что перевалил бы литров за 10 в городе, но к 10 он бы точно подошел. Я объясню, в чем суть. Если у меня на Шкоде 8,5 на лимонке, просто потому что там стоит DSG, и там она моноприводная, и она весит меньше. Тигуан весит гораздо больше, полный привод, от этого никуда не деться, дает лишнюю нагрузку, плюс коробка автомата айсинский, поэтому так или иначе расход будет больше. Но я уверен, что в десятку мы уложимся, при том, что мы на полном приводе. Вообще у Тигуана 3 комплектации. Это Trend and Fun, Sport and Style и Track and Field. Вот это вот. Это как Highline. Но, однако, как и любой Volkswagen, как и всегда, этот Тигуан также комплектуется пакетами как угодно.
Смотрите, какой замечательный мягкий пластик, все круто, везде он такой, как надо, все, ну, естественно, то, что ниже центральной линии, как и обычно на Volkswagen дешево. Вот круче подлокотника, чем на Volkswagen, я, наверное, нигде не встречал. Вот он действительно крут, причем на любом, ну, неважно, на Шкоде у меня это или где-то на всем Ваге. Он поднимается вот так вот по высоте, пык-пык-пык, то есть под нужную высоту, и выдвигается еще вперед. Но это же круто. Все знают известную тему про лак-красочное покрытие. Вроде бы толщина лак-красочного покрытия довольно большая, вроде бы окрасы сами качественные, все, но очень много сколов появляется со временем на автомобилях, от этого тоже никуда не деться. И сколы, причем обычно краска отваливается прям пятаками. Попадает камень, и скол не маленький, а прям такая плашка отваливается. Здесь, по сути, сиденья стоят простые, то есть это не комфорт-лайн. И если бы они были хотя бы кожаные, то уже был бы боковая поддержка была бы лучше. Сейчас, объективно, боковая поддержка здесь, к сожалению, не самая лучшая. Но по-фольксвагенски комфортные сиденья, и все на этом. То есть вот Volkswagen умеет делать все просто и классно. Итак, первое место. Блин, меня просто реально переполняют эмоции, потому что автомобиль настолько прекрасен и великолепен. Короче, я не буду тянуть. Встречайте эталонный, на мой взгляд, кроссовер за 1 миллион рублей. Это Mazda CX-5. Началась эра кроссоверов Mazda с CX-7. Про CX-7 было видео, я там рассказывал, это далеко не самая удачная модель Mazda, а вот с CX-5 у них получилось. 1 000 000 рублей – это вообще минимальный входной ценник за нормальную Mazda CX-5. Они достаточно ликвидны, и вот здесь первое место, где Toyota уступает Mazda. Потому что, даже не уступает, нет, Toyota всегда была эталоном по ликвидности и отсутствию потерь стоимости в зависимости от возраста автомобиля. То есть Toyota очень мало дешевеют с возрастом. И вот эта Mazda то же самое. То есть, по-хорошему, за 1 000 000 вы возьмете себе примерно 11, 12, 13 год. Смысл в том, что Mazda сделала отличный автомобиль со всех сторон. Замечательные показатели кузова на кручении, замечательные показатели кузова по NCIP, то есть при ДТП. Кстати, все автомобили из нашего сегодняшнего топа так или иначе получили 5 звезд по NCIP. Уж Volkswagen здесь вообще претензий никаких нет, он, наверное, лучше был бы в этом тесте, если бы не Mazda. Mazda показала те же самые 5 звезд, как и, в принципе, все эти 3 автомобиля. То есть безопасность для нее довольно важна. Но, однако, при этом она весит примерно на 170 килограмм меньше, чем Tiguan. Они вывели модель, которая стала бестселлером, просто бестселлером. Эти автомобили берут пачками, потому что по надежности это Toyota, а по комфорту это Volkswagen. Это двигатель бензиновый 2 литра Skyactiv G от Mazda. Количество проблем в этом двигателе ровно 0. Здесь шумоизоляция действительно на высоком уровне. То есть Тигуану штатному, не этому, это у нас обклеенный Тигуан, штатному Тигуану она ничуть не уступает. Но это действительно покруче, здесь уж не поспорить. Управляемость у нее прям близка к Тигуановской, но Тигуан, конечно, все-таки вот из этой тройки лучший по управляемости. И по динамике, потому что это турбомотор, тем более чипанутый Stage 1. А если брать стоковую Mazda CX-5 с 2,5 литра мотором, она не уступает Тигуану ни в динамике, ни в расходе топлива, ни в шумоизоляции рестайлинговая. Почему у нас первое место Mazda? Да потому что она лучшая. 2 жирных недостатка у этой тачки, о них надо поговорить. А первое – это довольно дорогостоящие запчасти, конкретно на Mazda, а именно на эту запчасти стоят действительно дорого. И второе – она дико угоняем. Когда я говорю, что Volkswagen продуман в мелочах, я говорю правду, но когда есть автомобиль, который даже в какой-то мелочи переплевывает Volkswagen, это вообще круто. Вот, например, как здесь реализованы дневные ходовые огни, реализованы. Когда вы стоите на месте, они не горят. И это круто, потому что на машинах с ДХО, вот, например, на Тигуане, там, на Спортаже есть определенная проблема. Если вы завели в автомобиле, зимой, например, сидите, греетесь, то у нее постоянно горят ДХО. Здесь на Мазде, на месте, они не горят. И как только мы трогаемся, только тогда они загораются. И это круто, как только мы останавливаемся, они опять гаснут. Итак, давайте о недостатках. Отделка пластика так себе, не очень хорошая. Особенно меня, конечно, удивила вот эта вот тема под кожу. У нее здесь, где мультимедиа система, такая, блин, я так и не понял, реализация. Якобы стежки кожи. На самом деле это не кожа, это все пластик, но выглядит своеобразно. Очень круто сделаны вставки пластика под карбон.
Причем на ощупь они как пленки, именно вот такой 3D карбон. Ну, естественно, обтянутый пластик, но тем не менее действительно круто. Вот, ну, ощущается, вот это приятно. Мелочь, многие заморачиваются, сами это делают, а здесь сделано с завода. В общем, сделано на высоком уровне. Что еще, скажем так, меня напрягло в ней? Это сама по себе посадка. Вот посадка и сиденье, и регулировка. То есть само по себе сиденье очень классное, довольно удобное. И боковая поддержка хорошая, как ни странно. То есть для такого автомобиля, это прям для японцев, это вообще удивительно, что они сделали неплохую боковую поддержку. Однако, есть недостаток. Во-первых, сама по себе посадка табуреточная. Вот на ней сидишь, как, блин, на табуретке. И само по себе сиденье, вот реализована функция подъема и спуска не очень. Вот этот вот рычажок болтается, ну, то есть рычаг, которым вы поднимаете сиденье, он двигает, вот мы каждый раз его дергаем, например, на Тигуане такой же, и за каждый раз сиденье поднимается, во-первых, на маленькую очень величину, а во-вторых, оно как-то вот, ну, он работает хреново, он задевает, болтается, вот, ну, как-то не создает впечатление надежности, такой расхлябанный рычажок. Что еще меня немного напрягло? Очень долго отпотевают зеркала. Как раз сейчас дождь, и я это в полной мере оценил. Когда включаешь обогрев зеркал, минут 5-7 у них уходит. У меня на Камри это происходит за 1,5 минуты, наверное. И тут же еще один недостаток. КПД мотора очень высокий, гораздо меньше потерь на тепло, чем у других двигателей, и машина прогревается очень долго. Вот при 12 градусах на улице температуре, вот вчера вечером, например, я ее завел, я задолбался ждать, пока эта синяя лампочка погаснет. Вот реально, я просто не люблю насиловать тачки, я думаю, сейчас я подожду. Я, блин, минут 10 ждал, она нифига не погасла. Сел, тронулся, поехал, она погасла на ходу только через какое-то время. Вот сейчас машина постояла, пока мы снимали обзоры, и опять у нее сразу загорается лампочка и долго-долго-долго не гаснет. Что касается мультимедиа-системы. Во-первых, здесь такой интересный момент. На ходу отключается сенсор. Это, конечно, такая странная, ну, чтобы вы не лапали. И немного обидно, конечно. То есть, бац, все, на ходу не работает сенсор. Это можно программно включить. Есть еще недостаток, это подлокотник. Если вы едете один, вот как я, например, езжу один, тогда проблем нет. Тогда я прям кладу руку на подлокотник, все довольно удобно. И здесь круто крутить звук внизу. Вот это привет Audi. Это очень классная тема, когда внизу звук регулируется не здесь, а именно внизу. Как только здесь появляется пассажир и у него лежит рука на подлокотнике, то все, я до звука дотянуться не могу. Мне приходится вот так вот изгаляться и, ну, тянуться к нему, потому что просто неудобно, просто туда не подлезть. Отсутствие крутилок на руле. Вообще подсветка руля, кстати, очень убогая. Вот ночью именно на руле кнопки светятся так себе. Вот климат светится круто, и щиток прибора светится круто, а вот кнопки, ну, как-то не очень. Еще момент. Круиз-контроль. Но это прикольно. На любом автомобиле практически вам приходится после запуска включать круиз-контроль, кроме автомобилей, где он реализован защелкой, например, как это на Opel Astra сделано. Здесь же нет защелки, кнопка не фиксируется в положении, но при этом, если вы его включили один раз, машину заглушили, завели, он все равно остается включенным. Мелочь, а приятно. На Камри мне приходится его каждый раз включать. Наверное, это все, до чего можно докопаться, а в остальном рулится она классно, но это кроссовер, клиренс 200 миллиметров, то есть 20 сантиметров. И, соответственно, прям вот гонять на ней, да, как на седане, не получится. Да, управляется она классно, но есть естественное ограничение. Центр тяжести высоко, поэтому, когда вы залетаете в поворот, что я вчера попытался сделать на высокой скорости, чувствуется предел, явно чувствуется предел. То есть я залетаю на скорости в поворот, и всю тачку начинает выносить центробежной силой наружу. И уже резина тоже так себе, и плюс асфальт влажный, но в сумме это все дает то, что есть ограничение естественное по захождению, скажем так, в поворот. Чего, кстати, нет в Тигуане. Там эта планка гораздо выше. Тигуан лучше рулится, чем Mazda в поворотах. Но Mazda по сравнению с остальными автомобилями просто супер отлично рулится. Еще дичайший низкий расход топлива. Очень низкий. Вот у меня сейчас средний расход 7,8. 7,8 литра. Я как бы не гонщик. Шкода у меня показывает 8,5. Еще нюанс, например, есть в козырьках у нее подсветка. И подсветка реализована не очень грамотно, удобно. То есть она реализована прямо напротив зеркала самого. И ночью, когда вы пытаетесь в него посмотреть, эта же подсветка вас слепит. На нормальных автомобилях она реализовывается в потолке для этого. Чтобы вы смотрели в зеркало, а на вас свет падал сверху. Но опять, вот вы разве считаете это какими-то серьезными придирками? Отсутствие дефлекторов для задних пассажиров в центральном тоннеле. Разве это недостаток? Разве стоит из-за этого машину ненавидеть? Нет. И именно поэтому Mazda крутая. И при этом неплохая динамика. То есть в 10 секунд она укладывается, и этого вполне достаточно. Для кроссовера такого вполне за глаза. А если у вас будет версия 2,5, то она укладывается даже еще в меньшие цифры. То есть примерно в 8 секунд до сотни разгон 2,5-литровой версии.
Так что, наверное, стоит брать ее. Ну и, естественно, пластик далеко не самый лучший, но неплохой. То есть вот качество самой торпеды довольно неплохое, а на обшивке двери он жестковат, но не скрипучий, то есть не самый конченый. Однако у Mazda есть грешок, да, поскрипывает у нее салон, бывает такое, но не смертельно. Совсем. Конечно, Tiguan здесь ее переплевывает. Еще у нее есть режим спорт. Если я скажу, что он меняет прям автомобиль кардинально, нет. Она просто перестает переключаться на повышенную передачу, постоянно держит обороты как можно выше. И, соответственно, все, на этом заканчивается. А если касаться недостатков еще Mazda, вот у них прям беда. Я не зря в Volkswagen затронул рулевую рейку, просто потому что это проблема Mazda. Всем известная проблема Mazda с рулевыми рейками. То есть практически на любой Mazda есть трабл. И здесь, на этих Маздах, он, к сожалению, не обошел. Проблема с рулевой рейкой здесь есть. Хотя подвеска сама по себе очень живучая. Но если вы чувствуете, что у вас разные усилия, вот стандартный способ, как легко проверить. Крутите в обе стороны руль, если он крутится с разным усилием в разные стороны, скорее всего, привет, датчик положения руля. И меняется он довольно недешево. Каждый из этих автомобилей стоит того, чтобы его приобрести. У каждого есть свои плюсы и свои недостатки. Однако, какой из них выбрать, я думаю, решать вам. А сейчас мы поговорим о том, какие автомобили не попали и почему они не попали. Давайте начнем с самого главного вопроса. Почему же не попал RAV4? RAV4 не попал. Вообще, изначально видео планировалось как топ-5 автомобилей, и там был RAV4 как раз на 4-м месте. А просто почему? Потому что RAV4 за эти деньги можно взять только в 30-м кузове. На 40-й, к сожалению, бюджет недостаточно. 40-й примерно 1 200 000. А 30-й кузов — это все-таки прошлый век. И объективно он уже уступает любому из этих автомобилей. Ну, разве что Kia он не уступает. Вот с Kia вот были такие определенные заморочки. Надо ли RAV4 или Kia брать? Но все-таки Kia победила, потому что RAV4 прошлый век. Далее, почему не попал BMW X1? BMW, наверное, спросят. BMW X1 не попал, потому что за эти же деньги вы купите машину старше, с большим пробегом, хуже комплектацией. И потому что это не бестселлер. Это не лучший автомобиль за эти деньги. Далеко даже нет. Его, наверное, будут брать только BMW. Далее. Mitsubishi ASX. Разумный вопрос, почему же он не попал сюда? Mitsubishi ASX перестали продавать в 2014-2015 году, и, по сути, сейчас новых ASX вы не купите, а миллион — это слишком много за него. ASX стоит дешевле, 700, максимум 800 тысяч вы можете взять самый свежий ASX, который только продается. Поэтому он не попал сюда в топ, хотя тачка тоже очень интересная, но тоже не бестселлер. И в расширенном списке топ-5 были именно ASX и RAV4. Кто-то задастся вопросом, почему же сюда не попал Subaru Forester. Subaru Forester слишком мало на рынке, это далеко тоже не бестселлер. Это автомобиль специфический, который покупают только те, кому нравится Subaru по большей части. Ну или еще те, кто в принципе не знает, что такое Subaru. Вообще, вы купили себе красивую тачку. Его сложно найти и довольно непросто продать. То есть это не лучший автомобиль в этом бюджете. Ну и последний вопрос, почему же сюда не попал Volvo XC60? Просто по той же причине, что на него недостаточно бюджета, к сожалению. Нормальный XC60 стоит примерно 1 200 000, 1 250 000, 1 300 000. Это лично мое мнение. Если кто-то с ним не согласен, обязательно напишите в комментариях. Я буду читать, мне прям интересно, что вы думаете на этот счет. Но, на мой взгляд, они вне конкуренции. Все эти 3 автомобиля лучшее, что можно купить за эти деньги. Как-то так. Если понравилось, ставьте лайки. Всем пока!